Ты когда-нибудь видел уголовника, который приходит устраиваться работать в ментовку? А диктатора, который охотится на фашистов, будто сам не из их тусовки? В этом и есть главный прикол путинской России. Человек, который годами строил вертикаль личной власти, душил свободу, разжигал войны, подчинил суды и СМИ, теперь громче всех орет о борьбе с фашизмом. И делает это, надо признать, с размахом. Настолько с размахом, что даже у Геббельса челюсть бы отвисла. А Гитлер, глядя на московский парад, наверняка бы прищурился и одобрительно кивнул. Мол, неплохо, Вальдемар, очень неплохо. На календаре май 2025 года Москва проводит очередной парад. Победобесие выходит на новый уровень, только врага никто не видит, кроме тех, кто сидит в Кремле с прицелом на 1945. Что-то слишком много фашистов вокруг для одной освобожденной страны, да? А все потому, что понятие «фашист» в путинской риторике стало универсальным ярлыком. Если ты критикуешь власть, ты фашист. Если ты за Украину, ты фашист. Если ты просто сомневаешься, ты, вдвойне фашист. Но прежде чем разбирать, как именно Россия начала вести себя как зеркальный клон Третьего рейха, давай договоримся. Мы не будем прибегать к дешевой драме или утонченным академическим трактовкам. Мы просто посмотрим на факты, риторику, методы и последствия. И спросим, а что, если это все давно уже и есть фашизм, просто с православным крестом и георгиевской лентой? Приветствую вас на канале «Утилизатор реальности». Здесь мы не делаем реверансы и не пытаемся понравиться всем. Мы разбираем, вскрываем, обнажаем суть. Даже если она неприятная, мерзкая и пахнет, как кабинет чиновника после совещания. Если вы готовы смотреть на реальность без вазелина, вы по адресу. Россия – это единственная страна, где слово «победа» давно пишется с заглавной, как имя божества. Причем бог у нас один, сакральная дата одна, вера одна, 9 мая, как религиозный праздник, георгиевская лента, как крест на груди, парад, как литургия. А те, кто не встали в этот день с утра пораньше и не начали бубнить «спасибо деду», автоматически записываются в еретики. Но с каждым годом этот культ победы превращается в еще больший психоз. Особенно ярко это видно на примере 2025 года. Москва. Параноидальный косплей крепости времен осады. Отключен мобильный интернет, заблокированы банкоматы, вдоль парадного маршрута закрыты рестораны и магазины. Над городом режим «не летать». Не парад, а военное положение. И все ради одного спектакля, чтобы человек, развязавший войну, вышел на трибуну Красной площади с надутой щекой и рассказал, как он борется с нацизмом. Смешно? Нет. Страшно? Уже давно, потому что когда критика власти приравнивается к кощунству, а сомнение к фашизму, мы имеем дело не с государством, а с сектой. Квазирелигиозность победобесия – это не метафора, это диагноз. Атлантический совет прямо указывает культ 9 мая в России. Это псевдорелигия, в которой Путин – пророк, фашизм – сатана, а освобождение – это то, что ты получаешь после 15 суток за твит. Ирония в том, что, как и любой культ, этот живет не за счет памяти, а за счет страха и ненависти. А значит, идеально ложится в почву, удобренную пропагандой, военной истерией и личным фюрером. Если бы в аду был корпоратив, он бы выглядел как юбилейный парад победы в Москве. Кремль заранее трубил. Ждем почти 30 лидеров государств. Ну, прям как в старые добрые. Антигитлеровская коалиция снова в сборе. Но получилось как обычно. Когда Кремль обещал, что парад будет историческим, мало кто догадывался, что речь идет о глянцевом слете авторитарных упырей из 4 континентов. На трибуне Красной площади не союзники по борьбе с нацизмом, а реинкарнация зла 21 века. Путин, как свадебный генерал, принимает поздравления от Си Цзиньпина, мастера тоталитарного баланса, Лулы да Силвы, левого популиста с легким налетом геополитической шизы, Мадуро, венесуэльского диктатора с падающей экономикой и растущей челюстью, Мигеля Диаса-Канеля, наследника кастровской стагнации. И вишенка на этом тухлом торте – картофельный фюрер Лукашенко с лицом вечной простуды и вечно живым пафосом. А еще там были президенты Зимбабве, Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Египта, Конго, Эфиопии, премьер Словакии Фицо, единственный европеец, который решил плюнуть в сторону Брюсселя и побрататься с отбитым соседом. Отдельным столиком лидеры непризнанных территорий – Абхазия, Южная Осетия и даже Палестина приехали, то ли за закусками, то ли за авансом на следующий парад. А кого не было? Ни одного лидера цивилизованного мира.
Ни США, ни Великобритании, ни Франции, ни даже самых формально нейтральных. Почему? Потому что в 2025 году приехать на Парад Победы в Россию – это как выступить на корпоративе мафии в рубашке с надписью «Свидетель». А пожать руку Путину значит подписаться под всем его говном, от Бучи до борьбы с фашизмом. Кремль хотел показать, что он не один. Получилось показать, что он в очень специфической компании. И это, пожалуй, единственное, в чем он не соврал. Есть универсальный способ заткнуть рот любому оппоненту в путинской России. Просто называешь его фашистом, и все, партия сыграна. В современной кремлевской методичке фашизм – это как соль для блюда. Сыпешь везде, независимо от того, что готовишь. Оппозиция – фашисты. Украина – фашисты. НАТО – естественно, фашисты. Журналист, написавший неудобную колонку, кто бы сомневался. Проблема не в том, что они называют так всех подряд, а в том, что сами при этом копируют методы, до боли знакомые тем, кого они клеймят. Все, что делает путинская власть, от пропаганды до мобилизации, от репрессий до культивации образа великой борьбы, это и есть классический фашизм, только с поправкой на ушанку и дубовый патриотизм. Как это работает? Путин заявляет о борьбе с фашизмом и запускает танки в соседнюю страну. Пропагандисты вопят, что в Украине бандеровцы. И по этой логике можно будет скоро бомбить Польшу за Пилсудского, а Финляндию за Маннергейма. Любая критика внутри страны – это нацпредательство. Любой вопрос – это пособничество фашизму. А за шутки в интернете – так сразу прямиком в концлагерь. Ирония в том, что сам Путин за 3 года войны превратился в живое воплощение всего того, с чем якобы борется. Он тащит страну в изоляцию, разжигает культ силы, лепит из себя спасителя и вгоняет граждан в страх и покорность. Это даже не борьба с фашизмом. Это когда фашист берет чужую маску и орет в нее, что вокруг фашисты. И все это с трибуны, под фанфары и под одобрительный гул таких же фашистов, только с других континентов. Когда мы говорим «фашизм», кто первым приходит в голову? Гитлер, свастика, Нюрнберг, маршевый шаг. А теперь закрой глаза и представь телеведущую, визжащую про историческую миссию нации, детей с буквами Z на спинах, закон об иноагентах, и президента, который вещает, что страна окружена врагами и должна встать, как в 41-м. Совпадение? Конечно. Одно сплошное совпадение. Но если ты хотя бы раз в жизни держал в руках учебник истории, ты понимаешь, российская реальность все больше напоминает рейховскую методичку. Пропаганда. У Геббельса была простая философия. Правда не важна, важен эффект. У Соловьева тоже. И у Симоньян. И у всей этой пропагандистской гоп-компании, которая заменяет россиянам мозги на ржавые мегафоны. Повторяй ложь достаточно громко и часто, и она станет правдой. Сначала Z – это просто поддержка армии, потом символ патриотизма, а потом обязательный элемент в детских утренниках и школьных строевых. Милитаризация. Нацизм всегда строился на культе войны. Танки, парады, гимны, флагштоки. Мужики в форме, дети в шинелях. Что у Путина? Дети пишут письма солдату и учат песни про фронт. В школах разговоры о важном заменили нормальные уроки. Вместо гражданского образования – идеология на максималках. Это не армия, это культ. И чем хуже дела на фронте, тем громче маршируют в тылу. Контроль и репрессии. У Гитлера была гестапо, у Путина ФСБ. Разница лишь в стилистике, не в сути. Сажают за комменты, шьют дела за пикеты, объявляют экстремистами всех, кто посмел сказать, что Россия не права. Уже даже пустой лист бумаги. Это провокация. Что дальше? Лишение свободы за подозрительно молчаливое лицо. Культ вождя. Хочешь стать фюрером? Начни с простого. Заставь людей считать, что ты не человек, а судьба. Гитлер себя таким и видел. Путин точно так же. Вечный спаситель, который один способен удержать страну от распада. Фотки в храмах, иконы с лицом, репортажи из глубинок, где его имя шепчут как инкарнацию державности. Классика. Только теперь с ядерной кнопкой и телемостом из бункера. Все это не риторика, а симптоматика. И диагноз один. Российская Федерация скатилась в полный фашизм, причем даже не оригинальный, а как жалкая реплика старого зла. Представь страну, где президент – еврей, где парламент избирается на выборах, где сменяемость власти, свобода слова, и люди ходят на гей-парады не потому что обязали, а потому что могут. Теперь представь, что эта страна называется фашистской. Ну а что? В путинском мире это абсолютно логично. Тут даже солнце восходит по методичке, а если нет, значит западный заговор. Украина до войны.
Да, были проблемы. Коррупция, олигархи, слабое правосудие. Но она не нападала ни на кого, не душила своих граждан за слова, не взрывала соседей. Она пыталась вырваться из постсоветской трясины. Пусть криво, но вперед. И что получила? Ярлык нацистского государства, бомбежки, танки и клеймо врага. Зеленский – потомок жертв Холокоста. Его дед воевал против нацистов. Он сам – актер, комик и человек, которого избрал народ. Но путинская пропаганда лепит из него фюрера. Вот до чего доводит паранойя, если ее заправить идеологией, а сверху – полить комплексами. Это как если бы Гитлер в 1939-м кричал, что Швейцария – угроза арийской цивилизации, и отправлял туда танки освобождать банки. Ключевая ирония. Путин строит антифашизм, который от фашизма отличается только логотипом, и обвиняет в нацизме тех, кто просто не захотел жить в его империи обиженного чекиста. Украина оказалась жертвой не из-за того, что была опасной, а потому что была слишком свободной. А для авторитарной башни с часами на Спасской это самая страшная угроза. Каждый диктатор рано или поздно начинает охотиться на самого себя, то есть на свое отражение в других. Он видит врагов, заговоры, фашизм везде, кроме зеркала. Потому что если туда заглянуть по-настоящему, там уже не разведчик, не стратег, не лидер, а старый загнанный зверь. Путин не просто копирует нацистскую риторику, он ее пережевывает, переваривает и выдает за историческую правду. Он строит культ, ведет войну, сажает за мысли, стирает границы морали. Все то же, что делали те, кого он якобы ненавидит. Ирония в том, что фашист в этом спектакле именно он. В конце у всех таких лидеров одинаковый финал. Паранойя, замкнутый круг преданных идиотов, бронепоезд, который уже не идет, а катается по кругу. Гитлер в бункере, Муссолини в канаве, Путин в эфире. Но по сути все то же. Слова пустеют, народ тупеет, страх множится. Враг у ворот, потому что враг в башке. И ты уже видишь это завершение не как трагедию, а как фарс. Не как Нюрнберг, а как дешевую пьесу, где актер в халате и с дрожащими руками втирает народу, что он воюет с нацизмом. А по телевизору в этот момент дети маршируют под Z, а в подвалах сидят иностранные агенты, а по улицам ходят молчаливые мужчины в форме и ищут, кого еще мобилизовать в армию освобождения. Что могу еще сказать? Путин хотел войти в историю как борец с фашизмом. Он вошел туда как его карикатурный наследник, унылый подражатель Гитлера. С иконой в одной руке, дубинкой в другой и призрачной идеей в голове. С вами был канал «Утилизатор реальности». Если этот разбор вас зацепил, не молчите. Комментируйте, распространяйте, подписывайтесь. Пока одни маршируют под флагами и лозунгами, мы здесь, чтобы разбирать мифы, выворачивать нарративы и называть фашизм фашизмом. Даже если он пришел с георгиевской лентой. Дальше будет только злее и точнее. До связи.